Беларуси берегут богатейшую историю наших земель, чтобы делиться ею с нами. Среди них Илицкий замок, свидетель бесчетных событий прошлого. Объект поражает не только своими масштабами, но и интересной историей. Достаточно упомянуть, что строительство замка началось в первой половине XIV века. Это строение пережило множество войн и других сложных для истории города моментов. Строили замок 5 лет пленные из Волыни и Киева. Замок был сооружен из камня и кирпича. Он имел форму неправильного четырехугольника с двумя угловыми башнями и был поставлен на сыпном песчаном холме, окруженном болотистыми берегами рек Лидея и Каменка. С севера замок был отделен рвом, который соединял эти реки. Позже в систему укреплений с востока было включено искусственное озеро. Замок стал мощной фортификационной постройкой и вошел в линию обороны новогрудок, крево-медники тройки, бросившие вызов крестоносцам. В 1323 году великий князь Гедемин направил папе Иоанну XII послание, в котором высказал готовность принять христианство за цену мира с крестоносцами. Папа запретил крестоносцам походы на Литовское княжество. Было составлено 4-летнее перемирие. В условиях мира с соседями князь Гедемин возвел Илицкий замок и укрепление в Вильно. Внушительный гарнизон состоял из обученных рыцарей, которые всегда были готовы отразить наступление врага. Свое назначение замок исполнил частично. Отбился от нападения отряда смоленского князя Юрия, от войск князя Свидригайло, но сдался без боя крестоносцам в январе 1392 года и позже войскам Ивана Хованского. Сильный удар замку нанесли шведы, которые в начале XVIII века взорвали обе башни. Во времена правления короля Речи Посполитой Яна Казимира Лида получила магдебургское право. Замок принадлежал государству и охранялся местной шляхтой. В течение долгого времени у замка была хорошая собственная инфраструктура. На территории комплекса были жилые госпостройки, своя церковь. Последняя в 40-х годах XVI века была перенесена за его границы в Лиду. Жилые помещения располагались на верхних этажах угловых башен. С 1568 года на территории замка стали действовать собственный архив, суд и острог. Почти окончательно замок разрушился летом 1794 года. В его руинах вели бой с царскими войсками повстанца Тадeuша Костюшка. Самое крупное разрушение замка связано с событиями 1891 года, когда сам город сгорел и нуждался в восстановлении.
Для этих целей использовали материалы со строений, а также песок с насыпи. В замке происходили события большой значимости. Здесь в 1386 году принес присягу великому князю литовскому и королю польскому Игале князь Киргайло. Здесь в 1422 году проходил знаменитый свадебный пир короля Владислава Ягайлы и княжны Софьи Гольшанской. Здесь в июле 1506 года подписал предсмертное завещание король Александр в присутствии литовских магнатов и своей жены, дочери великого московского князя Ивана III. Отсюда отходило на победную Клецкую битву шляхетное ополчение. Гедемин, основатель династии Гедеминовичей, великий князь литовский. В его правлении в единое государство мирным путем были собраны почти все белорусские земли. Гедемин считается основателем Вильни, ныне Вильнюс, куда в 1323 году перенес свою резиденцию. С тех пор Вильня являлась столицей Великого княжества Литовского. Несмотря на то, что дети Гедемина были крещенными, до конца жизни великий князь оставался язычником и был убит выстрелом из огнестрельного оружия во время осады крепости крестоносцев Байбург. Ягайло Владислав, великий князь литовский, король польский с 1386 года, основатель династии Ягеллонов. Был союзником Мамая в период Куликовской битвы 1380 года. В 1387 году ввел в качестве государственной религии в Литве католичество. Проявил себя талантливым военачальником в Грюнвальдской битве 1410 года. Традиционно считается, что во время свадьбы Ягайло было около 71 года,
Однако современные исследователи склоняются к тому, что он был примерно на 11 лет моложе. Софье было около 17 лет. Так или иначе, но разница в возрасте была весьма большой. Коронация Софьи состоялась 5 марта 1424 года в Краковском кафедральном соборе. Ее судьба не была счастливой. Окружение считало ее выскочкой, пожилой супруг ей не доверял, был ревнив, а затем и вовсе оставил ее вдовой. Софья добилась своего в одном. Она стала матерью королевичей, которых поляки признали наследниками польской короны